Друзья, всем привет! В этом видео предлагаю вместе со мной пересадить вот эти 5 орхидей. Что их объединяет? То, что все эти 5 орхидей являются подростками, купленные мною в разное время, в размере 2,5 дюйма. И какие-то год назад, какие-то 1,5 года назад они уже у меня подросли. И некоторые из них у меня уже цвели в первом домашнем цветении. Сейчас у них у всех цветоносы. Пришло время их пересадить. Посадка будет одинаковая. И, значит, в чем смысл сегодняшней пересадки? В том, что очень часто на канале задают вопросы, связанные с тем, что можно ли пересаживать начинающую зацветать орхидею или орхидею, у которой вот тянутся цветоносы, и заморозит ли она этот цветонос, остановит ли она в росте этот цветонос. И вот сегодня я хочу пересадить вместе с вами 5 вот этих вот орхидей и посмотреть процент, сколько из этих орхидей остановит рост цветоносов и остановит ли вообще. Ну и, собственно говоря, что с ними будет, с этими орхидеями. Плюс еще в том, что мы не будем сегодня никакими ни стимуляторами, ни тониками, никакими припудриваниями, никакими танцами с бубнами вокруг этих орхидей не будем танцевать. Вот как они есть у меня. Ну, до этого, безусловно, пока они у меня жили, год, полтора, какие-то и дольше. Естественно, я все профилактические обработки от насекомых вредителей, от грибково-бактериальных болячек я обрабатывал. Что-то где-то как-то подкармливал. Но вот последние, значит, несколько дней назад был полив. Я их замачивал в водичке. Вот они у меня прям такие сырые. Для того, чтобы корешки размокли, стали эластичными. Замачивал в обычной, в простой воде. Все, больше ничего связанного с пересадкой. Никаких стимуляций, никаких процедур, больше ничего я не делал. Ну что, сколько уйдет времени на, значит, потрошение этих 5 орхидей, я еще не знаю. Ну вот начнем с первой орхидеи. Потихонечку в процессе пересадки точнее потрошения я буду комментировать. Что-то где-то мы вместе с вами будем подчищать, если понадобится. Но вот из этих вот транспортировочных горшков однозначно мы орхидеи с вами вынем. Они нам уже не нужны. Надеюсь, что корешки очень хорошо у нас отмокли. Посмотрите, как легко отсоединяются вот эти транспортировочные, вон еще водичка даже, транспортировочные горшки. И начинаем потрошение. Теперь главное, знаете, что в процессе вот этого выщипывания мха из корней этих орхидей не зацепиться цветоносом. У меня иногда так бывает. Так, что у нас за орхидея? Вот немножко надломил корень, потянул за бирку вот этой вот. А бирка у нас приросла, точнее не бирка приросла, а корень прирос к бирке. Это у меня один из нескольких орхидей. Айхсин Спот Леопард. Бабочка. Это бабочка орхидея. Не забыть мне как-то, чтобы не потерялась. Но мы будем вставлять обратно в мерные стаканы. Они у меня давно уже стоят в этих мерных стаканах. Так, ну что, теперь аллюром быстренько мы это дело все сейчас выпотрошим. Вот там, где у нас, видите, корни были внутри в мхе, корни немножко светлые. Но, кстати, так не всегда бывает, потому что, видите, какие-то светлые, а какие-то даже вот такие вот немножко зеленоватый. То есть не всегда, не обязательно, что корни, находясь в темноте, должны быть беленькими. Все равно фотосинтез происходит во всем растении и может доходить и до корней. Вот это вот зеленый пигмент.
появляться. Так, вот так вот у нас хорошо отмокли. Нам уже понадобится пинцет, потому что мои пальчики толстенькие уже не пролазят сюда под основание. Вообще, конечно, любая пересадка, она неповторима ни с какой другой предыдущей пересадкой. Все пересадки, сколько бы их ни делал, десятки, сотни, ну, в моем случае, за почти 20 лет, уже, наверное, тысячи пересадок. Сейчас у меня в коллекции, знаете, я поливал последний раз орхидеи буквально несколько дней назад. И примерно я же устроил как бы розыгрыши у нас на канале, да, с как бы такой надеждой частично избавиться от какой-то части орхидей, для того, чтобы было мне, скажем так, ну, несложно переехать с одного региона, вот такой вот корешок я отрезаю, в другой регион, ну, чтобы не тащить с собой какие-то орхидеи, которые, допустим, ну, мне уже, скажем, ну, не то, что надоели, я бы, наверное, еще бы получил бы радость большую, если бы вновь такую же орхидею купил. Так, вот так этот корень я удалю. Но вы понимаете, о чем я говорю, да, вот, допустим, там разыграли мы Чармер. Ну, не сказать, что эта орхидея такая, ну, для меня, по крайней мере, редкая. Делая обзоры в магазинах, я нередко встречаю эту орхидею. Ну и в интернете попадается в продажах. То есть, ну, это в моем случае. Поэтому я бы с удовольствием, знаете, эту орхидею бы, ну, отдал бы, да. Ну, что я и сделал, я и отдал, да. И получил бы вновь удовольствие, приобретя такую же, да, увидев в магазине, получил бы наслаждение в покупке орхидеи. Ведь ни от чего так не получаешь удовольствие, да, как от покупки орхидеи. Но когда у тебя уже эта орхидея есть, ну, раз купил, да, ну, вторую купил, уже все. Ну, как бы, ну, понимаете, да, уже третью, как бы, ну, не камильфо, четвертую не камильфо, одну и то же покупать. И вот, чтобы получить удовольствие, да, ну, чтобы от чего-то, от приобретения чего-то, ну, нужно с чем-то расстаться. Вот примерно такая философия была. Ну и плюс еще, конечно же, сам процесс переезда, чтобы, ну, было мне легче в следующем году с одного региона переехать в другой регион, а это почти 1000 верст, ну, если быть точнее, 860 километров. Все-таки разница есть в климате определенная. Ну и сама вот эта вот суета. Упаковать эти орхидеи, перевести. Хотя, в принципе, большой сложности нет. Но одно дело, когда там один десяток, другой. Ну, когда их сотни. Вот. И, значит, на момент начала розыгрышей у меня было там, ну, плюс-минус 300 орхидей, да. И вот мы разыграли уже почти 200 штук. Ну, по списку 170. И так еще я, ну, кому-то где-то просто так вне списка дарил. Вместо одной-две подкладывал в посылочку. И получается, в общем, минимум 200 орхидей я отдал. Но за эти 2 года розыгрыша орхидей коллекция не уменьшилась, потому что я вчера, так, вот этот листик я удалю, друзья, не вчера, а на днях, поливая орхидеи, я решил все-таки пересчитать, но не полностью пересчитать, потому что я в этом плане немножко суеверный. Потому что как только пересчитаешь точное количество орхидей, то тут же по каким-либо причинам, ну, 1-2 орхидеи могут, ну, помахать листиками вам или корнями. Вот. Это уже проверено не только мною, но и достаточным количеством людей, кто увлекается орхидеями. Так, ну вот, у нас первая вот такая вот. До конца не буду, без фанатизма. Нам вот этот мох, его прям совсем счищать.
смысла нет. Мы тут не на выставку готовимся, да? Мы подчистили от гниющих корней, от старого грунта. Так, и отставляем ее в сторонку. Главное бирку не перепутать, что орхидеи у нас как надо. Те как надо. Так, дальше идем. Так вот. И одних только подростков, друзья, вы не поверите, одних только вот таких подростков, поменьше в 1,7 размеров, у меня оказалось более 100, друзья, более 100. Так, это у нас Little Gem Strips, пилорик, он уже у нас цвел, красиво цвел. Буквально в прошлом году, ну не в прошлом году, а зимой он цвел, да, то есть в конце прошлого, в начале этого года. Цветонос старый, причем уже двумя он цветоносами цвел. Так, один был магазинный, но я имею в виду из оранжереи, а второй вот он, это вот уже у нас он отцвел. Так, ну что, и вот сейчас вот такой вот цветоносик. И вот у меня так и остается, я так примерно прикинул взглядом свою коллекцию и понял, что отдав 200 орхидей, я примерно, наверное, ровно столько же за эти 2 года и приобрел. То есть коллекция моя как бы и не уменьшилась, так и есть она где-то плюс-минус 300 орхидей. Вот. К чему я это все? К тому, что уход за таким количеством орхидей требует уже определенно другого подхода. И в связи с этим приходится уже как-то упрощать уход за орхидеями в плане полива, подкормок. В плане, соответственно, чтобы все это дело упростить, уже приходится придумывать какие-то новые способы посадки. И вот одним из таких способов было явление вам это мохового фитиля, который завоевал, наверное, я не знаю, сотни, может быть, тысячи архаманов, которые это моховой фитиль стали использовать. Очень, очень интересно. Сейчас я, друзья, экспериментирую, ну, пока что за кадром, с фитилями не моховыми, то есть неорганическими фитилями. Почему? Потому что будет у меня видео на канале, посвященное минусам мохового фитиля. Ну, скажем так, не минусом, а его естественному, скажем так, окончанию, да, то есть все-таки это мох, соответственно, мох не всегда предсказуем в покупке, его можно где-то и хороший купить, а где-то можно и не очень купить, плохого качества, лежалый. Я с мохом очень много экспериментировал несколько лет. У нас на канале про мох очень много видео на канале, где я мох разный покупал. И магазинный в Леруа Мерлен еще в 18-19 году прям мох такой, знаете, прям сопли. Вот. И его мы с вами применяли, использовали и покупали и сухой спагмос новозеландский, и наших девочек, сборщиц из Карелии и сибирских болот. Вот. И разных с разных регионов. Вот сейчас последний мох у меня уже не первый год. Я покупаю кировский мох у Анжелики. Хороший. Вот. И, в общем, имею представление. Соответственно, не просто мох применяем, да, какой-то, вот, а в разных его стадиях. Какой-то мох, который полежал у нас сухой, мы засушили, и я его потом использовал. Потом какой-то мох, который долгое время лежал влажный,
и его использовал, да, на эту тему я подготовлю еще материал и ну, мысли в кучу соберу и сниму видео про мох и расскажу, какой мох я не использую, какой мох использую и для чего, какой мох лучше подходит, да, а какой лучше не трогать и какие последствия могут быть, и прям наглядно покажу. Вчера буквально, не вчера, в чем мне прям хочется сказать, вчера, несколько дней назад, когда поливал орхидеи, я рассказывал, что когда поливаю орхидеи, я делаю осмотр, да, то есть, ну, через полив. Один полив я ускоренный делаю, на это у меня уходит там 3 часа, может быть, чуть меньше. А другой полив, он на целый день практически, где я каждую орхидею осматриваю. В процессе осмотра у меня появляются мысли, на какие темы стоит снять видео, рассказать вам что-то, посмотреть. Такой, знаете, ну как врач-терапевт. Вот. Орхидейный терапевт, да, осматриваю, ну, ставлю диагнозы и, соответственно, прописываю какие-то профилактические процедуры сам своим же орхидеям. Так вот, мысль потерял, что хотел рассказать. И вот в процессе осмотра обнаружил, значит, последствия использования уже такого, знаете, некачественного мха, раз. И самое главное, друзья, увидел в очередной раз и зафиксировал, и вам покажу обязательно, как работают, значит, почвенные грибки, грибы и бактерии. Да, это очень-очень интересно. Да, их результат. Вот. И как при этом, значит, чувствует себя орхидеи. На это, в общем, стоит посмотреть. Это такой, знаете, небольшой анонс я делаю. Ну, буквально на днях я на эту тему видео покажу и эту тему раскрою. Так, друзья, ну что-то здесь у меня прям с корнями такой прям получается. Вот видите, не очень хорошо. Корень вроде такой хороший на кончике, но порченный в середине. Поэтому я его на месте сочленения, вот здесь вот, да даже постараюсь сейчас я его вообще не то что на месте сочленения, прям вот на месте крепления к основанию я его срезать, этот корень, потому что делов с него не будет. Вот он, докопаться до него, до основания и обрезать. Вот. Так, вот здесь вот он, видите, вот здесь прям у меня сейчас мокренько все, вот, но это не мешает мне его отрезать. Вот так вот. Вот, все, он нам не нужен. И другие вот такие вот порченные корни, кончики я обрезаю. Надеюсь, вам видно. Вот так вот все. Так, вот этот у меня корень тоже, он здесь не нужен. Я его такой, знаете, какой-то гибридный корень. Вот, непонятный. Да, вот здесь тоже вот этот. Вот этот тоже. Значит, часто меня спрашивают, ну ты покажи, почему ты этот корень отрезал. Ну смотрите, здесь уже ничего не зарастет, ничего не восстановится. Видите, нету здесь филамена, осталось только тяж, и от этого корня толка не будет. Поэтому я его кончик срезаю. Все гнилые корни, черненькие, тоже я срезаю. Основание у орхидеи, вот здесь вот хвостик корневой, я черноту срезаю. Ну, бывает на нем там корешок какой-нибудь торчит, я тоже его убираю. Ну все, вот как бы мы ее распутали. Наконец-то корни у нас по 10 минут на одну уходит орхидея. Впереди еще у нас, ну и только на потрошение, да, а впереди у нас еще, так, вот эти кончики, тоже вот кончик пустой, значит, вот он, удаляю.
Вот тут подсохший кончик. Ну, пока не буду, пускай торчит. Не страшно. Так, ну вот, все. Значит, главное максимально всю грязь убрать. Всю уже такую органику, отмершую органику. Там, если тяж где-то торчит, то ничего страшного в этом нету. Главное чешуйки поубирать и сгнивший веломен убрать. Чтобы такое, знаете, в горшке, когда будет сидеть орхидея, чтобы вот основание, оно было как можно чище от вот этой вот черноты и от ненужной разлагающейся органики. Вот. Как говорили у нас в армии, чище руки, тверже кал. Так и здесь. Чище основание орхидеи, меньше гнили. Да. Вот так вот. 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 Хорошо. Все. С этой орхидеей все. Обратно мы ее помещаем сюда. Little Strips. Так, значит, переходим. Ух, прям это тяжеленькая такая. Прям такая напитанная. Кто... у нас тут камень. Вот, противовес был. Она у нас уже цвела. Вот. Кто это у нас? Это пилорик. Пилорик с канапушками. Биглип. Пилорик. Персик с канапушками. Господи. Канапушечный персик. Почему персик? Потому что персикового цвета биглип. Обалденный. Он цвел зимой. Стоял на заднем плане. Очень красивый. Я его прям приметил. Так, что у нас тут подгнивший кончик. Ну что, вынимаем. Опа. Да, все-таки хорошо, что вот орхидеи, когда намачиваются, очень хорошо отделяются вот от этих вот и корни эластичные. То, как я сейчас, знаете, так смело с корнями обращаюсь, это в результате того, что орхидеи, корни, они стали такие эластичные, то есть податливые, не ломаются. Так, вот этот вот конец нам не нужен. Видите, его лучше обрезать вместе сочленения. Потому что, ну, мы видим, тут у орхидеи достаточно вроде корней, да. И этот длинный, он по большому счету как пятая лапа собаки. Так, ну что, растаскиваем пучок маховой. Вот этот вот. Так, это у нас уже третья орхидея. Так, одним глазом. Так можно и косоглазом стать. Один глаз смотрит на корни, второй глаз смотрит на цветонос, а третий глаз смотрит в экран, чтобы изображение у меня, действия моих рук и действия на экране не уходили за кадр. Да, и вот так вот растыкоглазым я сижу. Вот, если на меня посмотреть со стороны, слава богу, вы этого не видите, я бы, наверное, внешним видом вас удивил. Глаза в разные стороны. Вот, это образ любого архамана, который делает пересадку. Одним глазом на корни, другим глазом на орхидею, третьим глазом на каких-нибудь питомцев или еще куда-нибудь, да. То есть вот такие вот увлеченные люди, увлеченные орхидеями. Вот. Так, ну здесь у нас побыстрее идет процесс, потому что в середине у нас пусто. То есть вижу веломен ушел с корней, вижу корешки, вон, видите, огрызки. Такие вот, то есть середина у нас сгнила. Так, середина у нас, ну, эта орхидея была у меня достаточно долго. Росла она с маленького размера. Вот, я ее специально не трогал, чтобы она в своем транспортировочном горшке посидела подольше, обвыклась, нарастила корешков. Но где-то что-то, конечно, у нее получилось нарастить, а где-то что-то у нее, то, что было, у нее отмерло.
отмерло. Так, ну вот здесь вот у нас вроде бы такой хороший корень, но непонятно он, что, откуда, куда идет. Так, ладно, в любом случае мы сухарик вот этот убираем. И вот этот вот, оп, убираем, отрезаю. Все, что у нас не имеет веломена, мы счищаем и удаляем. Тем не менее, у орхидеи вроде бы тут все такое вот. Так, вот здесь вот что-то у нас тут какая-то непонятная чернота или что это такое. Так, удаляем, убираю всю вот эту чернь. Вообще, конечно, было бы здорово чем-то обработать, но не будем этого делать. Как я уже сказал, специально для чистоты нашей сегодняшней пересадки, чтобы посмотреть, как у нас орхидеи среагируют на, точнее не орхидеи, а цветоносы среагируют на вот эту вот такую пересадку. Какой процент у нас будет положительный, какой будет у нас отрицательный. Потому что ни говори, но иногда орхидеи останавливают после перенесенных стрессов, останавливают рост цветоносов, затормаживаются в своем развитии. И вот тут уже как бы зависит и от внешних факторов, и от самой орхидеи, и от нас, как орхидеи переносят стресс этот. Так, ну вот что-то какая-то длинная шея у этой орхидеи. Прям на удивление. Так, сейчас я ей жопку подрежу вот здесь вот. Опа, она сухая. Да, ничего. Вот, все. Все, больше мы не будем ее мучить. Вот так и оставим ее. Ну, друзья, черные вот эти корни, друзья, это бояться не надо. Это корни, значит, орхидея стояла на свету. И мох у этой орхидеи наслаивался. Не мох, а водоросли. Водоросли наслаивались. Так, опа, а что у нас здесь? А у нас здесь... все, отлипла. Приросла она, прилипла к стаканчику, приросла. Так, здесь у нас вообще непонятно, что, значит, корень, походу, сверху, вот так вот пророс до низу и залез внутрь, да, прошел, и вот как-то так вот, или наоборот, прошел здесь, вылез, и вылез сюда, залез сюда и вылез вот здесь. То есть, в общем, кольцом здесь у нас корень. Что это за орхидея? Это у нас тако, биглип тако. По-моему, это систер тако, да, сестры тако орхидея. Она тоже у нас цвела. Было у нее у нас домашнее уже цветение. Вот он цветонос, красивая орхидея. Так, ну здесь мы будем ее горшочек этот разрезать, потому что корень у нас тут, конечно, ну вот сами видите. Так, хотя у нас здесь вот сочленение сломанное. Так, вот неудобно еще цветонос у нас здесь. Тут все у нас так прям усложняет нам. Опа, вот так. Одним глазом туда, одним сюда. Очень так вот неудобно. Так. Систер тако. Так, ну, здесь мы разрезали. Теперь кончик здесь срежу. Так вот, хоп. Так, теперь... в противоположной стороны надо надрезать, чтобы потом эти две половинки полиэтиленового горшка просто как шкарлупки в разные стороны. Раз, вот так вот одну вытащить. Вот видите. Хопа. И с другой стороны хопа. И все.
Вот. Так, ну что, погнали. Потихонечку сейчас мы и эту орхидею разделаем. Сочится она, видите, вот зеленый, это водоросли, Вот слой за слоем от появления до просушки водоросли наслаиваются, отмирают, начинают чернеть, ну и вот портят корни. Вот, ну, не страшно, это не страшно, если корней у орхидеи много, ничего страшного, видите, а внутри мох такой светлый. Поэтому можно горшочки ставить, вот эти вот прозрачные полиэтиленовые горшки ставить в какие-нибудь темные кашпо, как у нас сейчас идет проект на канале. Мы растим орхидеи, у нас 5 штук орхидей в темных кашпо. И смотрим, наблюдаем за корнями. Есть определенные результаты, положительные. Все у нас там замечательно, корни растут. Орхидеи подкармливаем калийными удобрениями. Так, ну вот так здесь у нас прям все так плотно. Все очень хорошо и плотно. Вот как раз, друзья, хочу по поводу немножко по мху, раз уж начал говорить, вот сейчас на примере показываю, по поводу моховых фитилей. Задают вопрос, что вот некоторые говорят, что вот моховой фитиль не до конца поднимает воду. Но вот если вы обратите внимание, например, вот на эти орхидеи подростки, ну это те, кто покупал вот таких подростков азиатских в мхе и пересаживал из мха, те понимают плотность вот этого утрамбовки вот этого мха и, наверное, не раз наблюдали, как в этот стаканчик, в котором, например, в кашпо, точнее, в котором стоит этот полиэтиленовый стаканчик в моховой посадке, да, мы на дно наливаем сколько-то там воды немножко, да, и потом через несколько часов этот стаканчик с мхом орхидея втягивает все это дело, и влага распространяется по всему горшку. То есть влага может даже подниматься до поверхности этого горшка, этого мха, в котором посажена орхидея. И это зависит от именно плотности. Чем плотнее мы этот мох, фитиль делаем и посадка орхидеи в мхе, тем лучше распределяется вода, быстрее, потому что волокна соприкасаются друг с другом хорошо, и происходит обычное вот это вот явление из физики со школьной темы, мы это все знаем. Капиллярное сообщение, вода передается капиллярно от одних вот этих вот тканей мха к другим и спокойненько мигрирует по всему, передвигается по всему горшку без проблем и поднимается наверх в том числе. Если фитиль сделать неплотно, то, конечно же, он никуда не подымется. Чем рыхлее он будет, тем хуже. Это во-первых. Во-вторых, может рыхлый мох быстрее выходит из строя, то есть он быстрее пропадает, рыхлый мох. Так, вот здесь вот я прям погорячился, прям так срезал все, друзья. Смотрите, так вот основание прям подрезал, очень так с корнями, и там были новенькие корешки собирались, но ничего. Орхидея еще нарастит, не страшно. Так, с одной стороны мы почистили. Теперь с другой стороны посмотрим, что у нас тут. Ну вот кончик только вот этот сейчас я срежу. Опа, вот все. Так, и вот здесь вот все. Окей. Все, орхидея у нас в полном порядке. Так, все подрезали. Ну, воздушный вот этот корень оставлю, он растет. Вот, здесь у нас тоже что-то воздушные корни. Эти не буду оставлять, друзья, они будут мешать. Вот этот срежу.
нам не нужен. Вот этот я не буду заправлять, я его тоже срежу на месте. Вот здесь вот, опа, сочленение. Все. Вот этих корней орхидеи хватит вполне. Более чем. Более чем. Так, ладно. Давайте мы ее в стаканчик обратно. Вот сюда. Опа. И бирочку вставляем. Так, ну что, еще одна орхидея осталась у нас. Что там у нас за орхидея? Это у нас такая прям, она цвела. Это у нас фисташковая биглип, нежно-фисташковый цвет. Да, тоже цвела этой зимой. Ой, она у нас, смотрите, прилипла и не хочет, наверное, отлипать. Так, что нам для этого нужно? Для этого нам понадобится немножко воды. Во-первых, нам налить нужно немножко воды. Не увидел я, что она у нас в таком этом. Я сейчас воду прям постараюсь сюда ливануть. Опа, вот так вот. Вот, налил воды. Вот, видите, чтобы немножко у нас корень сейчас был в воде. Так, это первый момент. Пока полежит, а я дотянусь, друзья, с вашего позволения. Хорошо, что у меня микрофон отдельный. Я теперь могу ходить по своей комнате орхидейной и не кричать в телефон, вы меня будете слышать. Хотя я вот от телефона в метрах 3. Вот сейчас подхожу, и я ходил вот за этой такой штучкой. Это, ну, бирочки, да, она такая тонкая, с скошенными с одной стороны краями, вот такая вот пластиковая, такая вот она эластичная, и я ее использую такую вот для открепления от стенок корней, вот. У меня бирки использую такие толстые, а вот такие вот только недавно еще купил. До этого давно мне не попадались они в продаже. И вот я их экономлю. Так, ну что, нам нужно залезть как-то туда. Залезть и попытаться этот корень. Ну, хотя, знаете, что? Давайте на него посмотрим, на этот корень. Он, значит, у нас, вот он растет. Растет. Вот он сюда заходит. И еще и вот здесь он у нас растет. То есть он у нас такой дугой. Ну, я такой корень, мы его по большому счету... И вот здесь вот он надломлен. Мы его не сможем приспособить однозначно. Поэтому, какой бы он хороший не был, мы его сейчас с вами чикнем. Да. Ну, а что делать, друзья? Он хороший, конечно, вопросов нету. Хороший. Но, еще раз говорю, мы его не сможем, ну, куда-то приткнуть, потому что он уже здесь, видите, порченый. Вот он. Он уже здесь порченый. Там дальше у него нету тургор испорченный. Не тургор, господи, веломен. Вот. И у него только хорошая вот эта вот дуга. Вот. Ну, не знаю. В общем, не знаю, попытаюсь, конечно, я пролезть сюда вот этой штукой. Вот. И отсоединить ее. Вот. И отсоединить. Но, не знаю. Сейчас посмотрим. Оп, вот так вот. Неудобно мне. Ну, а куда деваться? Но я думаю, что... другой стороной мы сейчас вот так, смотрите, как сделаем. Так, все. Оп. Угу. Так, ну мы так теряем время, конечно. Открепляем корень, который все равно придется удалять. Но, знаете, хочется, скажем так, ну, как сказать, ради интереса попытаться его показать такой, знаете, своеобразный мастер-класс. Короткая, но
мастер-класс. О, все, хорошо. Теперь я толкаю вперед, чтобы она у меня под корень заходила. И изгибалась. Вот, изгибалась. Опа, 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 видите? Опа. Так. По-моему, отлипла, не? Отлипла, да. Видите, как, друзья, показал все-таки я мастер-класс. Вот. Смог вот этой штучкой подлезть и отковырнуть его. Вот такой корень. Вот. Так, ну ладно, давайте продолжим. Время немножко потеряли. Тоже у меня здесь он лежал камушек. Вот. Так. Камень у нас здесь прирос, как всегда, не вовремя. Мочить уже нечем. Хотя можно вот... у нас и сломался вот здесь вот. Видите? Ладно, не страшно. Корней у орхидеи много. Вот. Мы больше теряем время. Не страшно. Так, что мы будем делать? Вытаскивать, да? Главное цветонос, друзья, не зацепить. Вот он, один почка, видите, распаковалась на прошлом цветении. И новый цветонос, вот он растет. Вот что важно. А корни, это, друзья, дело наживное. У такой орхидеи много корней. Вот, смотрите, сколько здесь их. Ух. Вот, поэтому я не переживаю за вот эти вот длинные. Вот он, мы его все равно обрежем. Он нам не нужен. Такой монстр. Вот, ни к чему. Тем более, кстати, по поводу корней. Рекомендуются вот такие вот корни длинные, вылазящие из горшков, обрезать. Да, как бы это грустненько не звучало, но обрезка вот таких вот воздушных корней, она стимулирует рост новых корней. Вот. Я не знаю, открою для кого-то Америку в этом плане, но это так и есть. Так. И если вы посмотрите видео из оранжерей европейских, голландских, да, когда уже такие подростки и взрослые орхидеи, зацветающие, упаковывают на продажу или перемещают из одной оранжереи в другую, как они там с этими корнями не церемонятся. Они прям рубят их, ломают, рвут. Вот. Нередко, я уже показывал в видео на канале, нередко даже такие экземпляры приходят прям вот с дырками вот здесь вот в основании от вырванных и цветоносов, и вырванных корней. У нас на канале есть пара таких орхидей. Мы их выхаживали. Одна из таких орхидей это Golden Dawn, орхидея бабочка. Я ее покажу на днях. Она будет у нас участвовать в одном из видео, в одной из тем. Вот. И я акцентирую внимание на этом, на этой дырке. Вот. Как она там поживает, что с ней. Вот. И другая орхидея тоже была с вырванным уже цветоносом. От одной не очень хорошей продавщицы, у которой плохая слава такая в интернете. Вот. Очень плохая, много жалоб на нее. И вот она тоже продавала на картинке одни орхидеи, я цветущие как бы покупал. Но когда пришли эти орхидеи цветущие, оказалось, что там дрова отцветшие. Вот. Ну, мы же те, кто увлекается долго, те и много заказывает орхидей по почте. Не так, знаете, один раз там когда-то, 2 раза, а очень много и часто, десятками, а может быть и сотнями, да, уже есть представление, знаете, какое, уже когда получаешь орхидею, и вот что бы там ни говорили в оправдание продавцов, но уже глаз наметан, потому что и сам десятки, сотни орхидей отправил, да, не десятки, сотни, я лично сотни орхидей отправил, и сотни орхидей получал.
Вот, и понимаю, в каком состоянии орхидеи упаковали, например, да, по виду уже полученной орхидеи. То есть могу сказать, что с орхидеей произошло в дороге, а что с орхидеей было до упаковки даже, понимаете? Так вот, некоторые продавцы хитрят, и отправляют заведомо порченные орхидеи, заведомо порченные, в расчете на то, что могут сказать, а это в дороге с орхидеей стало плохо. Ну вот у меня, например, глаз наметанный, я могу понять сразу прям по виду орхидеи, в каком состоянии ее продавец упаковал. Вот. Невзирая на погодные условия, там, на какие-то внешние факторы, на время почтовое. Так вот, к чему я это рассказываю? Потому что, да, получил орхидею в непотребном состоянии, и у одной из орхидей, прям, знаете, так жестоко был вырван прям цветонос, так ших, и такая дырка. Эта орхидея у нас есть до сих пор на канале. Она называется, по-моему, безмолвная элегантность, как-то так, да, называется она. Кстати, она сейчас вытянула цветонос, готовится к шикарному цветению. Вот. В общем, все с ней хорошо. Мы ее выходили с вами. У нее уже это, по-моему, второе даже домашнее цветение. Вот. Так, ну вот, все, друзья, мы как бы долго запрягаем, но быстро едем. Долго мы готовили орхидеи, чистили. Вот уже 45 минут мы с вами 5 орхидей обчистили. Обчистили. Хорошее выражение. Обчистили орхидеи. Главное, что я не зацепился пока что. Надеюсь, и до конца видео не зацеплюсь. Вот за... Так, сейчас еще вот один корень вытащу, вот этот вот, из середины. Вот, не нужен здесь. Не зацеплюсь цветоносом, потому что цветения такие, знаете, долгожданные. И орхидеи сами по себе красивучие. Вот эти вот сорта, экземпляры вот эти, обалденные. Так, вот здесь вот я обрежу сочленение. Так, все. Так, вот здесь тоже это орхидеи на сочленениях, я их поудаляю. Вот этот длинный воздушный корень, он нам совсем не нужен. Я его прям вот здесь от основания, опа, срежу. И вот этот вот стрючок тоже срежу. Опа, все. Все, друзья, нам не нужны огрызки. У орхидеи много корней, все будет хорошо. Вот, все, замечательно. Вот, все. Вот такая вот картина, вот такая вот орхидея. Старый цветонос, новый цветонос, все на месте. Так, ну что, начнем пересадочку. Все это дело мы убираем и приступим к пересадке. Значит, к пересадке. Во что буду пересаживать, друзья? Значит, пересаживать буду, как всегда. Сейчас я в последнее время ушел от каких-то там фельдеперсовых новомодных горшков за 1 000 000 рублей. Вот. Обычные, простые, вот такие стандартные, либо вот такие вот для закрытой системы. Вот такие вот стаканчики, мерные стаканчики, они копейки у нас стоят. Так же стоят, как и вот эти вот. И, да нет, вот эти подешевле. Вот это у нас 30 с чем-то рублей стоит. Вот такой вот специально для орхидей горшок. Вот в такие горшки, вот такие вот блюдца тоже копейки стоят у нас. Вот поддон Терра. Вот, Шаде, Терра Шаде. Вот в этом мы будем пересаживать. Значит, какой грунт я буду использовать? Вот здесь у меня чуть-чуть есть намешано. Это мелкая кора с кокосовыми чипсами. Чтобы было понятно, значит, я сейчас покажу кору саму. Вот, опа, дотянуться до нее надо. Ага, хорошо, сейчас удобно стало. Ой, зацепился я, простите. Головой. Вот она. Вот такая вот кора. Значит, в сторонку
Вот она. Вот такая вот кора. Вот. Чтобы было понятно фракция ее, кладу линейку и смотрите по линейке, какой размер этой коры. Вот она. Видите, да? Вот. Здесь кора лиственницы и кора сосны, обычной сосны вперемешку, друзья, вперемешку. И, значит, второй компонент это, сейчас, друзья, покажу, второй компонент это кокосовые чипсы. Вот они. Вот. Кокосовые чипсы, сырые, влажные. Буду мешать 1 к 1, ну, может быть 60% коры и 40% вот этих вот чипсов. Значит, у нас 1, 2, 3, 4, 5 орхидей, соответственно, нужно что-то побольше. Возьму вот такой пустой бокс и начну вот с этих сперва. Сыплю то, что у меня было. Опа, и начинаю кидать, накидывать, друзья, накидывать. Ага, так, поставить надо. Вот так вот. Так. Рядом. Ага. С одной стороны я кидаю кору, с другой стороны кокосовые чипсы. Кору, кокосовые чипсы. Кору, кокосовые чипсы. Кору и кокосовые чипсы. Ну, еще немножко коры. Вот, теперь я это дело все перемешиваю. Вот так вот. Ага. Получилось много коры. И поменьше кокосовых чипсов. Ну, кокосовые чипсы я еще сейчас подброшу, потому что будет у меня помельче выбираю, потому что кокосовые чипсы, друзья, хорошие, прям именно чипсы. Смотрите, какие куски волокнистые. Вот, ну, не спрессованные, это кокосовая оболочка. Смотрите, она влажная, как напитывается, как хорошо. Это один момент. Нет, это слишком большой. А есть, ну, вот такой вот, друзья, сейчас покажу. Вот такое вот, я называю, барахло мелкое. Вот. Нам нужно вот такое барахло мелкое. Она как раз будет нам соединять наши кусочки коры. Вот, соединять между собой тканями кокосовыми, кокосовым волокном и распределять воду. То есть эта посадка, друзья, универсальная, универсальная для полива. Да. В этом грунте орхидеи, ну, во-первых, это один из хороших грунтов. Вот, не разработанная обычная кора и не гниющий компонент кокосовые чипсы. Ну, это действительно плохо разлагающийся органический компонент, который хорошо любят орхидеи. Вот. И как получилось все классно. Вот. И для универсального полива, значит, в таком грунте я сейчас посажу орхидеи и увидите, что можно поливать и замачиванием, и на естественном фитиле. Вот он, фитили я уже приготовил, колбаски вот такие вот. И значит, проливом, в общем, всеми способами полива можно поливать эти орхидеи. То есть для любого полива, не меняя посадки, не меняя ничего. То есть вот можно подобрать для любой орхидеи. Ну, вот посадили, это универсально. Посадили и потом наблюдаем, смотрим, какой полив нравится орхидее, какой для вас самый полив приемлемый. Так, ну что, вот такие уплотненные колбаски. Еще раз повторяю, чем плотнее, тем лучше колбаска.
Вот так вот, видите, уложил я ее. Без дренажного слоя. Дренажный слой не нужен, потому что есть фитиль. И поставив, например, вот в такой поддончик, в этом фитиле налил сюда воду, и вода поднялась. Прям полную можно налить, и она стоит хорошо. Ничего страшного, быстро впитается все. Вот. Ну а контактирующие с водой кусочки коры и этого, скажите, кокосовых чипсов, они тоже успеют подтянуть воду вверх. Вот. В общем, хороший такой вот вариант. Уже опробировал его не первый год. Вот, и опробировали сотни зрителей нашего канала. Так, в общем, там, где корней у нас поменьше у орхидей, там колбаска потолще. Ну, давайте начнем вот с этой вот орхидеи. Немножечко на дно кидану. Кидану вот так вот, раз. Вот. Заполнить выемки. И, опа, укладываем сюда нашу орхидею. Так, ну вот так вот. Так, что-то она у нас, наверное, переборщил. Я немножко отсыпать нужно. Вот так вот. Так, куски крупные пока убираю, чтобы у нас орхидея поглубже села. О, вот это другой разговор. Вот так вот она поглубже сядет. Будет получше. Так, ну что, вот эти воздушные корни меня прям меня они немножко раздражают. Они орхидеи совсем здесь не нужны. Вот. Вот эти вот воздушные корни. Но, в принципе, от них никогда не поздно избавиться, поэтому пускай они пока будут. Вот. Все, вот так вот мы ее сейчас пересадим. Вот. Да. Вот так. Все. Подсыпаем грунт. Начинаем подсыпать потихонечку, вот, чтобы у нас все здесь закрылось. Корешки. Так, где у нас палочка наша, указочка? Вот она. Так, теперь не зацепиться цветоносом и самому цветонос не зацепить. Обязательно вот туда между корней пропихиваем кусочки коры под основание, чтобы не было такой, знаете, прям совсем пустоты. Вот, обязательно туда можно чипсины, можно кусочки коры. Ну, под саму попку орхидеи желательно лучше, конечно, кусочек коры. Он не настолько влагоемкий, вот, чтобы быть постоянно влажным. Вот. Кокосовый чипс, конечно, не очень я бы рекомендовал. Прям под саму вот сюда попку. Так, ну вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Где-то пальцем, где-то палочкой мы с вами сейчас эту орхидею усадим. Вот так. И будет ей счастье. Такая все плотненько так получается. Сверху на мох тоже накладываю кусочки коры, чтобы он у нас не сажался на него этот, скажите, водоросли не нарастали, не зеленел, не портился. Так, ну вот так вот, хоп-хоп-хоп. Ой, какая прелесть получается, прям, ой, мне прям самому нравится. Да не, мне все мои посадки нравятся, конечно. Вот. Не, но бывает иногда, знаете, что-то так раз, и что-то не то. Бывает. Редко, но бывает. Берешь, просто выпотрошовываешь орхидею заново и заново начинаешь укладывать. Вот. Ничего в этом плохого нету. Орхидею можно пересаживать столько, сколько необходимо. Так, все, вот она, смотрите. Ой, просто прелесть. Смотрите, какая красота. Так, первая готова. Бирку, друзья, где бирка? Вот она в стакане, бирка. Так, немножко вам общим планом вот так вот
сделать. Так, ну все, бирочку вставляем. Это у нас кто? Aexin Spot Leopard. Да, сегодня долгое видео у нас. Вот, некоторые замечания мне делают. Вот, Георгий, молодец. Когда сниму короткое видео, молодец, исправляешься. Вот. А не подозревая то, что впереди их ждет вот такое почти на час с лишним пересадка. Вот она. Все, первая готова. Вот. Берем сторонку, берем вторую. Вторая орхидея. Вот такая у нас. Это у нас стрипс, джем стрипс. Так, что у нас тут с колбасками? Берем колбаску какую-то поменьше. У нас где тут потоньше вроде есть. Где-то. Ага, вот она. Вот она, колбаска маховая. Опа, берем. Вот так раз, ее утрамбовываем, все. На дно вот сюда в выемку аж прям, видите, сочится вода. Вот. Сок. Маховой сок. Так, немножко на дно кидаю заполнить эту выемку. Хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Да, да. Ну и все. И теперь примеряем орхидею. Главное не зацепиться цветоносом ни за что. Да. О, как хорошо, прямо она садится. Замечательно, просто замечательно. Ну что, погнали. Начинаем ее. Значит, в одном из видео в комментариях мне одна, я не знаю, зрительница или просто мимо проходящая, наверное, мимо проходящая написала: зачем вы орхидеи запихиваете во все это? Орхидеи, они эпифиты, они должны жить в воздушной среде. Ну, наверное, она живет где-нибудь на Бали или где-нибудь в Таиланде, в Индонезии. Вот. Помните, не помните, в другом канале я отрывочек показывал или нет? Здесь на канале я показывал отрывочек на Бали, когда был. И поехали мы. Такая небольшая экскурсия. Ну, люблю не туристические маршруты. Поехали мы в деревню. У меня был персональный экскурсовод Ли. Вот. И он, значит, его брат повез в ихнюю, значит, деревню, куда эти туристы не ездят. И вот там, гуляя по деревне, перед входом одного из домиков увидел дерево. А на дереве прям растут эти орхидеи. Вот. Растут котлеи. Представляете? Такая красота вообще. Так вот и женщина пишет, что они должны с открытыми корнями. Я не против, но просто в моем климате. Вот. Во-первых, для чего мы сажаем в грунт? Не для того, чтобы орхидеи там из этого грунта какие-то микроэлементы там получали, питание. Нет, в грунт мы сажаем, чтобы вот она устойчива была, да, повесить же ее некуда, чтобы она стояла. Грунт для удержания. Вот. И для того, чтобы обеспечить орхидеи необходимую влажность, потому что, ну, орхидеи любят влажность, например, у меня в Волгограде здесь в прошлом году на канале Троняшкин Папа я показывал, вот смотрите, какая прелесть, ой-ой-ой-ой-ой, прям конфетка, вот, показывал в течение 1,5 месяцев у нас в течение 2 месяцев держалась влажность от 6 до там 12-19% влажность была. Вот как при такой влажности, да, ухаживать за орхидеей. Поэтому и придумали, чтобы орхидеи при низкой влажности получали необходимую влажность через корни, через тот грунт, те субстраты, компоненты, которыми мы окружаем корни.
чтобы вот она напитывалась водой и постепенно отдавала влагу корням. И орхидея жила. Вот, да. Так, ну что, мы тут сюда немножко накидаем. Так, по-моему, вот эта корневая система для вот этого горшка, по-моему, она будет большевато, да? Да нет, нормально, прям, смотрите, как замечательно, прям вот идеально вошла. Идеально. Да, так, теперь нам бы как бы вот сюда накидать под саму орхидею. Вот туда. Так, я вам сейчас вот так вот крупненько сделаю. И подсматривайте. Так, погнали. Опа, по чуть-чуть туда закидываем. Как знаете, начиняем утку начинкой, яблоками. Вот. Перед запеканием. Так. Не заметил, друзья, что микрофон у меня повернут в другую сторону. Пока лазил, он у меня перевернулся, поэтому не знаю, как весь этот час, что вы там слышали, не слышали. Вот. Сразу, если вдруг что-то там не то со звуком, то извините, я не заметил. Сделал себе очередной подарок на Новый год. Измучился я с этим микрофоном, который на проводе у меня. Он все-таки не для работы с орхидеями, потому что крутишься, вертишься, провод мешает. Вот. Заказал себе микрофоны такие на Алиэкспрессе. Радио. Так, не досмотрели. Слишком большой карман получился. Начинаем сюда пропихивать по чуть-чуть. Вот так вот сокращать этот воздушный карман, потому что такие большие карманы не нужны. Помельче беру. Вот так. Слава богу, у нас здесь слева этот мох, и мы там благодаря ему пропихиваем. Его в сторонку убираем. Так, ну вот. И третья орхидея у нас подошла. Ага. Мы уже с вами час, почти 10. Вот. Занимаемся орхидеями. И потрошим, и пересадку делаем. И у нас уже 3 орхидеи мы. Все. Все. Идеально. Друзья, идеально. И все целые у нас цветоносики, все бутончики. Так, бирка. Бирка. Вставляю бирку. Это у нас нежно-фисташковый биглип. Так, поддончик в сторонку. Так, и следующая орхидея. Хопа, это у нас персиковый с конопушками биглип. Так, ну что, берем. Ага. Опа, вот такой вот маховой фитиль. По-моему, он у нас большеватый, но ничего. Много не мало, друзья, на самом деле. Хуже, когда мха недостаточно будет, да, для, например, того, что если вы захотели орхидею поливать фитильным способом, тогда, конечно, да, лучше фитиля добавить. Вот. Если вы хотите поливать орхидею проливом, либо замачиванием, то, конечно, фитиля можно поменьше сделать. Но я фитиль делаю побольше, потому что для ускорения процесса полива. У меня много орхидей, и я не хочу тратить много времени на полив. Пробежался в летний период, когда мало времени, пробежался с лейкой
в поддончики поналивал. И побежал дальше по своим делам. Буквально полив орхидей в поддончике занимает прям буквально там считанные минуты. Ну, там 5-10 минут потратил и все. А вот когда ты каждую орхидею заливаешь, проливаешь, достаешь, сливаешь, вот тут время тратится. Так, ну вот так вот у нас будет это дело. Тоже неплохо зашла такая. Опа. Закидываем. Опа. Так. Угу. Так, вот здесь вот надо бы нам помельче. Вот видите, вот сюда как-то просунуть. Поэтому сухая кора нужна. Мелкая, помельче. Прям беру отдельно сухие кусочки. И вот туда запихиваем. Сухая, она хорошо проскакивает. Вот. Вот. Сюда вот так вот. Вот и туда под основание. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Забрасываем. Чтобы не было у нас слишком больших воздушных карманов. Так. Потому что большие карманы, они будут вести... Да, Митя. Кот пришел. Чего такое? Ну, уж потерпи. Он любит на этом месте, где я сижу, любит спать. Вот. И часто требует, чтобы я освободил это место вот, в орхидейной комнате. Вот, он ложится, моется и все. И может, друзья, вот целый день, вот, от завтрака до ужина проваляться, проспать вот, да, вот в этой орхидейной комнате. То есть для него здесь очень хорошая такая аура. Вот. Ну, он не зря орхидейный кот у меня. Так, ну все, вот у нас и 4-я орхидея готова. Все. Так, персиковая биглип с конопушками. И последняя, друзья. Все, да, я думаю, у нас, думал, дольше времени уйдет, но ушло. 1:20 уйдет. Не буду я ничего ускорять. Вот как есть видео, я его выложу. Вот. Кому интересно, посмотрит. Кому нет, пройдет мимо. Так, достаем орхидейку. Так, Мить, подожди, потерпи. Ага, потерпи. Еще 10 минут, и я тебе освобожу твое место законное. Вот. Так, здесь у нас мешает корень упругий. О, вот так вот. Ой, как хорошо. Так, немножко мы... Не, нормально все. Митя! Ну, иди сюда, на стул со мной рядом. Я уберу. Сейчас, друзья, иди сюда, запрыгивай. Митя, убрал я, все. Иди, садись. Рядом со мной стул стоит, на нем, на стуле, емкость с корой. Я доставал оттуда. Все, сейчас кот запрыгнет на стул рядом. Так, ну вот так вот мы закидываю ее. Вот. Мешает ему, сейчас, значит, мешает ему провод. Митя, не трогай провод, а то люди не услышат, как я о тебе рассказываю, какой ты замечательный котенок у меня. Да. Так, ну вот так вот.
Ну все, друзья, аккуратненько делаем. Все, орхидеи я не буду поливать. Меня часто спрашивают, я, может, просто забываю рассказывать. Орхидеи не буду поливать. Где-то, ну, с учетом того, что у нас мох влажный, что орхидеи стояли в воде какое-то время, да, отмокали, что влажные у нас кокосовые чипсы. Вот. Ну, наверное, где-то дня 4 точно не буду их трогать. Вот. Поставлю, даже подходить к ним не буду. Вот. Просто поставлю и все. Они будут стоять, и потом я их замочу. Да, я их целиком замочу минут на, не знаю на сколько, минут на 10 вот так налью воды. Вот. Поставлю в воду, минут 10 постоят, и все. Это будет у них первый и, наверное, единственное такое замачивание. И все. Следующие поливы у меня будут значит, проливом по периметру раз, либо просто в поддончик. Все. Вот. Пролив я имею в виду, берешь вот так горшок, вода, зачерпнул воды, шух, ливанул сверху, и все. Она просочилась, стекла, поставил в поддон. Все, и вот так одну, вторую, третью, быстро, четко, прям нормально. Вот. Либо просто взял орхидею, вот так емкость вода, взял орхидею, макнул, подождал, вода поднялась до половины, достал, все, в поддон. Вот. Либо мокрые пяточки, да, поставил в поддон, налил поддон воды и пошел по своим делам дальше. Вода постепенно впитывается. Митя! Все, обиделся, ушел. Так, ну вот, все, друзья. 1:20 у нас ушло полностью на все процедуры с орхидеями, потрошение и пересадка. Но это мы сегодня никаких танцев с бубнами, никаких стимуляций, никаких дополнительных обработок, потому что, ну, в принципе, все обработки от всех насекомых и болезней были все уже сделаны. Поэтому все у нас есть в плейлистах в отдельных. Кстати, кто еще не подписался, друзья, в Дзене на канал, ссылка в описании. Там у нас выходит больше видео в день. Каждый день по 2 видео про орхидеи. Плюс видео из жизни Мити и Маси. Стабильно каждый день выходит на Дзене. Подписывайтесь, пожалуйста, заходите. Для вас это ничего не стоит, а мне приятно. И это своеобразная помощь ваша, если вы просто подпишетесь бесплатно на канал в Дзене. Так, ну все. Вот так. Сюда еще запихну уплотню, друзья, между мхом и кокосовыми чипсами потверже кору вот сюда, вот так вот, хопа, все, вот так вот такая вот получилась у нас посадочка. Да, Мася Мася зевает. Так, где бирка? Куда дел бирку? Куда, друзья, бирку убрал? Потерял бирку, друзья. Что-то я не понял. Куда она делась-то? Что за наваждение? Так. Так, ну ладно, бирку я найду. Вот. Вон она, господи, боком лежит. Вот так вот лежит, я ее не вижу. Вот так вот. Все. Все орхидеи пересадили. И теперь до следующего видео о поливе этих орхидей. Будет у нас следующее видео.
Вот такое вот получилась посадочка 5 орхидей с цветоносами. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья. Будем наблюдать за жизнью этих орхидей. Всем пока-пока. Вот как раз в 1:20 с вами ровно уложились.